Всем привет, с вами Даша, и это Дневник ароматов. Сегодня у нас подборка ароматов с нотой бергамота. Мы поговорим о тех ароматах, где бергамот является одной из основных нот, ярко ощутим на протяжении всего звучания аромата, и вполне возможно, что в этой подборке вы найдете свой идеальный бергамот. Напоминаю, что сделать ваш парфюмерный шопинг более выгодным вы можете, используя промокоды. Промокод 10 Мале дает скидку 10% в интернет-магазине парфюмерии и косметики rendezvous.ru. Действует он на 2500 рублей. Также используйте мой промокод на скидку до 7% в интернет-магазине Aroma Boutique. Он действует от любой суммы заказа. Все подробности в описании к видео. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, а мы начинаем. И открывает нашу сегодняшнюю подборку аромат Cologne Cedrat от Matière Première. Для меня это аромат зеленого чая с бергамотом. Здесь есть и терпкость, здесь есть и кожура, и сочность мякоти. При этом здесь присутствует освежающая пряность, здесь много перца, за счет чего аромат воздушный. Но при этом он очень насыщенный, и нота бергамота здесь является центральной. Бергамот здесь слышен от и до, он не теряет своей яркости. Да, это аромат цедры, это аромат кожуры, это аромат вот этих вот долек бергамота в травяном чае. Здесь у нас нота чая мате заявлена. И да, для меня это такой приятный, терпковатый, уютный травяной зеленый чай. За счет бергамота аромат очень бодрящий, очень сочный, заряжающий энергией. Это бодро, это терпко, очень красивая кислинка здесь, очень приятная чайность. Это роскошный, дорого звучащий цитрусовый фужер, абсолютный унисекс, вижу и на мужчине, и на женщине. Такой универсальный аромат, который можно смело носить в офис. Такой хороший повседневный вариант может стать вашей парфюмерной подписью, если вы в целом очень любите цитрусы, любите чайные композиции. Универсальный аромат, который подойдет и под деловой, и под casual стиль. И что особенно приятно, это те цитрусы, которые держатся очень долго. Стойкость здесь прекрасная, и шлейф здесь присутствует. Собственно, у этого бренда всегда технические характеристики великолепные. Вы знаете, за что вы платите. Прекрасный аромат с яркой нотой бергамота. Чайно-цитрусовая композиция, звучащая дорого. Обязательно присмотритесь. Следующий аромат – это Moscow Mule от Juliette Hazegан. Шикарный цитрусовый коктейль, освежающий. И при этом это абсолютно всесезонный аромат. Как же я его люблю! Здесь у нас прекрасное сочетание бергамота и лайма со свежей стружкой имбиря, с зеленым яблоком. Все это на таком нежном кремовом мускусе и парящем джульеттовском амброксане. Здесь привычная для данного бренда амброксановая база, очень красивая, которая делает аромат особенно воздушным. Если вы дружите, в принципе, с их базой, то я думаю, в целом вам аромат понравится. Здесь у нас действительно очень приятный цитрусовый коктейль с дольками цитрусов, с зеленым яблоком, с пикантностью, со стринкой имбиря. И, конечно же, здесь такая приятная воздушная легкая пенка, такая сливочная пенка присутствует, которая делает аромат особенно нежным, несмотря на вот эту сочность и звонкость цитрусов. Здесь восхитительное сочетание бергамота с лаймом. Это цитрусы, которые немного подслащены, как будто бы щепотку сахара добавили в этот коктейль. И вот эта легкая сливочная пенка и пикантность вот этой имбирной стружки. Все это вместе звучит очень красиво, свежо. Опять же, он какой-то бодрящий, он жизнерадостный. Один из моих парфюмерных антидепрессантов. Мне нравится вот это ощущение какой-то парящей в воздухе свежести, какой-то легкой дымки. И, кстати, аромат со временем очень красиво запудривается на коже. То есть в нем есть и сочность, в нем есть и энергия, приятная бодрящая кислинка, но при этом в нем есть и нежность, в нем есть и мягкость. От этого аромата невозможно устать, прекрасно носится он и в жару, и на холоде. Тестировала аромат в разных погодных условиях, и он всегда раскрывается превосходно. Обязательно познакомьтесь, если ищете красивый такой коктейльный бергамот. Следующий аромат – это Monien Chess от Wilhelm Parfumerie. Аромат для меня какой-то завораживающий. Здесь у нас очень красивое сочетание бергамота, гальбанума и кожи.
Аромат одновременно и зеленый, и свежий, и теплый, и амбровый, и цитрусовый. Кожа здесь дорого звучащая, благородная, но при этом деликатная. Это не кирзачи. Это скорее кожаная обивка дивана или кресла. Это кожаная обивка шахмат. И действительно ассоциации с шахматной доской у меня возникают, потому что здесь есть и древесная составляющая, древесный спил, и при этом вот эта мягкая тонкая кожа. Ну и, конечно, приятная кислинка и терпкость бергамота. Аромат дает ощущение, что вы находитесь на веранде с видом на зеленый прохладный сад. Вы сидите в кожаном кресле, играете в шахматы и пьете крепкий чай с бергамотом. Да, такое уютное чаепитие за шахматами. Приятная горчинка, приятная терпкость, вот это вот садовая зеленца. Я здесь вообще ощущаю аромат томатной ботвы. Очень приятное сочетание какой-то природности, природной свежести, да, цитрусовой свежести, вот этой вот чайности и деликатной благородной кожи. Такой тонкой кожи, неназойливой. В нем есть и прохлада, в нем есть и теплота. Красивая игра на контрастах. Яркая нота бергамота в обрамлении кожи, садовой зелени, пачулей. Ну, это восхитительно. Ну, на мужчине, конечно, он будет особенно красив, но девочкам тоже рекомендую приглядеться к этому парфюму. Следующий аромат – это уже более женственная композиция, это Agua Drop от Loewe. Здесь у нас дуэт бергамота и флёр-д'оранжа. Бергамот в обрамлении нежнейших пышных белых цветов, и это очень красиво. Здесь у нас кислинка цитрусов сочетается с мыльностью флёр-д'оранжа. Здесь есть аспект чистоты, безусловно. При этом я здесь ощущаю легкую остринку имбиря и перечность, хотя эти ноты здесь в пирамиде не заявлены. Здесь нет ни перца, ни имбиря, но присутствует в аромате некая пикантность. Да, для меня это аромат про чистоту и свежесть, про благоухание сицилийских садов, про цветение флёр-д'оранжа, про сочные плоды бергамота, это запах кожуры бергамота, это брызги этих сочных цитрусов. Да, здесь я ощущаю и мякоть, и кожуру, здесь есть и терпкость, здесь есть и горчинка, здесь приятная кислотность умеренная, а белые цветы все это смягчают. Да, флёр-д'оранж здесь мыльный, и эта мыльность очень приятная. То есть для меня это аромат действительно вот этих вот садов на юге Италии, итальянского мыла, возможно, белья, которое сушится на улице в этих цветущих садах, и это спелые плоды бергамота. Аромат очень воздушный, аромат очень нежный, мягкий, но при этом с вот этой вот пикантностью, с легкой остринкой и кислинкой цитрусов. Прекрасно, очень красиво. И под белую рубашку, и под какой-то летний летящий образ. И, кстати, в этом аромате на морозе бергамот особенно ярко себя проявляет. Опять же, всесезонная история. В жару это будет освежать, а зимой он будет давать ощущение чистоты, но при этом вот эта звонкость цитрусов будет бодрить. Очень нежная, жизнерадостная история. Обязательно познакомьтесь, если еще не знакомы. Следующий аромат – это Nice Bergamot от Essential Parfum. Аромат стартует сочно, но далее он достаточно быстро смягчается за счет нежности цветов. Здесь у нас яркий жасмин и иланг-иланг. И за счет вот этой цветочной составляющей аромат для меня уходит в такую приятную нежную косметичность. В аромате много кремовости. Нежнейшие лепестки жасмина, кислинка бергамота и кремовость иланга. Как же это красиво! Это бергамот, подслащенный бобами тонко, смягченный вот этой цветочностью. То есть это максимально деликатная цитрусовая история. Здесь прекрасный баланс кислинки, умеренной сладости и вот этой благоухающей цветочности. Это аромат и садовых цветов, и какого-то нежнейшего крема. То есть вот эта кремовость здесь очень яркая для меня, дающая вот это косметическое звучание. Аромат бодрящий за счет бергамота, жизнерадостный, но в то же время в нем есть мягкость, в нем есть воздушность, в нем есть нежность, в нем есть кремовость. Очень красивый, чистейший, неиндольный жасмин. И совершенно роскошный кремовый иланг. Мне очень аромат понравился, неплохие технические характеристики, универсальный, на любой случай.
Хороший повседневный вариант, как мне кажется. Кто ищет именно такой мягкий, комфортный, деликатный бергамот, вот вы его найдете здесь. Обязательно присмотритесь. И завершает нашу сегодняшнюю подборку аромат Cedrus Intense от Chloe. Здесь очень удачное сочетание бергамота, прохладной древесности, зелени и мшистости. Да, я здесь ощущаю древесную кору, покрытую мхом, ощущаю прохладу хвойного леса, в то же время очень нежную, теплую древесность, которую нам дает сандал. Здесь очень яркая нота сандала, не уходящая в рассольность, и при этом сочность и кислинка бергамота, и в сочетании с вот этой зеленью, с зелеными листиками, с ветивером, все это вместе звучит очень красиво. Опять же, в аромате есть энергия, он бодрящий, он сочный, в то же время древесность дает какого-то спокойствия и умиротворения. То есть здесь прекрасный баланс всего. Аромат универсальный, комфортный, прекрасный повседневный вариант, абсолютный унисекс. При этом он и стойкий, у него тактичный, умеренный шлейф присутствует, но он не задушит, он не будет отвлекать и перетягивать одеяло на себя. Звучит благородно аромат, звучит дорого, звучит в духе времени. Это современное звучание, безусловно. Но особенно мне здесь нравится звучание сандала, конечно. Очень красивый сандал, кедровый спил, кора деревьев, покрытая мхом, и брызги цитрусов. Но это очень красиво. Одновременно и бодрящий, и умиротворяющий. Вот я не знаю, как удалось сделать парфюм, сочетающий в себе все это, но здесь просто идеальный баланс действительно всего. В нем можно найти и островок спокойствия, и безмятежности, и в то же время в нем можно найти энергию, в нем можно найти какую-то силу и уверенность. Этот аромат сможет стать запросто основой парфюмерного гардероба, подойти на любой сезон, любое мероприятие, любое событие, потому что это действительно очень комфортная, приятная композиция с хорошими техническими характеристиками, приятным звучанием, от которого не устаешь. Если вы в поисках красивого, универсального древесно-цитрусового парфюма, то обратите внимание на Cedrus Intense. Пишите в комментариях, какие у вас любимые ароматы с нотой бергамота, а также, что думаете об ароматах из моей сегодняшней подборки. Также пишите, какие парфюмерные ноты вам также интересны для обзоров, для моих подборок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также смотрите мои предыдущие видео о различных интересных парфюмах. Не забывайте использовать мои промокоды, мне будет очень приятно. Всем спасибо, кто был со мной. С вами была Даша. Всем пока.